Первая вспышка тревоги прокатилась по пересохшей долине, когда рабочие археологической группы, пробив слои песка и глины, наткнулись на странный твердый предмет примерно в 8 футах под землей. Местность, заброшенная и забытая даже самыми отчаянными исследователями, внезапно оказалась источником самой громкой археологической сенсации последних десятилетий. Предмет был покрыт слоем зеленой глины и плотной серой пыли, цепляющейся к его поверхности, как будто оберегая от лишних глаз. С трудом выкопав его, археологи принялись осторожно очищать находку, и под их руками начали проступать очертания непонятных символов. Артефакт был плоским, немного изогнутым, по длине напоминал короткое весло, но при этом был слишком тяжелым для своего размера. Металл, из которого он был выполнен, отличался странным блеском и не имел ни одного пятна коррозии, словно только что вышел из-под пресса. Самое главное, поверхность была исписана символами, отличающимися от любого известного алфавита. Никто из присутствующих не смог узнать ни одного из знаков, ни ассириолог, ни специалист по египетским иероглифам, ни приглашенный эксперт по древнекитайским письменностям. Символы выглядели так, будто их наносили не резцом и не клеймом, а каким-то непонятным методом. Углубления имели полную идеальную симметрию и казались светящимися в полумраке. Команда сразу бросилась к справочным материалам, сверяя находку с базами древних таблиц и кодексов. Даже искусственный интеллект, загруженный множеством архивных данных, не смог подобрать ничего, что хотя бы отдаленно напоминало найденные знаки. По мере очистки предмета открывались все новые линии, будто кто-то намеренно прятал их под слоями времени. Самое поразительное, что материал не поддавался царапинам и не реагировал ни на один из обычных химических составов для первичной чистки. Специальные сканеры показали, что артефакт не был изготовлен из ни одного из привычных для древних цивилизаций металлов. Ни бронза, ни медь, ни железо не подходили. Анализ поверхности, проведенный с помощью высокоэнергетических рентгеновских лучей, выявил сложную кристаллическую структуру, не встречавшуюся ни в одном природном или искусственном материале, изученном ранее. Вся информация немедленно засекречивалась. Работавшие на месте археологи получили подписку о неразглашении, а к месту находки стянулись люди в строгих костюмах, вооруженные профессиональной техникой. За несколько часов территория была оцеплена, сигналы связи заглушены, а сам артефакт бережно перемещен в герметичный кейс. Позже выяснилось, прибытие группы специалистов совпало с исчезновением некоторых файлов с ноутбуков ученых той самой первой группы. Приборы, фиксирующие радиационный фон, засекли слабое излучение, хотя визуально предмет не проявлял никаких опасных свойств. Инфракрасные датчики выявили на поверхности еле заметное тепло, будто артефакт медленно отдает энергию, накопленную за тысячи лет. Никто из присутствующих не решился прикасаться к нему без перчаток, и даже при легком контакте металл оставался холодным и ровным, словно искусственно созданный. Члены группы, стоявшие ближе всех к находке, отмечали странное ощущение легкой дрожи в пальцах, когда проводили рукой в нескольких дюймах от поверхности. Один из молодых исследователей, случайно коснувшийся артефакта, пожаловался на мгновенное онемение ладони и головокружение, однако медицинская проверка не обнаружила ничего необычного. Все осознавали, перед ними не просто древняя реликвия, а нечто, что не вписывается ни в одну известную модель мира. Но какой металл невозможно расплавить даже современными печами, и каким образом на его поверхности оставили послание на абсолютно неразгаданном языке? Вот главный вопрос, который до сих пор не дает покоя ученым, ведь вскоре этот предмет проявил качества, которые ставят под сомнение само понятие о том, что такое технология. Контейнер с находкой доставили в ближайший исследовательский центр, где за металлическим предметом сразу установили круглосуточное наблюдение. Руководство проекта не теряло времени. Через считанные минуты после разгрузки лаборатория наполнилась учеными с разной специализацией. Материаловеды, физики твердого тела, криминалисты, специалисты по сверхпроводникам и даже инженеры ВВС, прибывшие вместе с военными экспертами по неизвестным материалам. Атмосфера была похожа на сцену из секретной лаборатории. По коридорам сновали вооруженные охранники, а записи с камер моментально отправлялись на закрытые серверы. Первым делом было решено выяснить, каков предел прочности этого металла. В специальной камере образец попытались поцарапать алмазным лезвием, 0 следов, поверхность осталась абсолютно гладкой. Испытания на электропроводимость показали странный результат. Проводимость была на аномально высоком уровне, превышающем показатели всех известных металлов, включая серебро.
Электромагнитное поле вокруг артефакта колебалось, как будто металл реагировал на внешние приборы. Стрелки некоторых старых аналоговых аппаратов начинали плавно отклоняться, едва подходя к находке. Когда к артефакту подсоединили спектрометр, прибор отказался выдавать стандартный химический анализ. На экране высвечивались комбинации, которые не соответствовали ни одному элементу из периодической таблицы. Ученые пробовали обработать кусок металла кислотой высокой концентрации, затем щелочью. Реакция нулевая, поверхность даже не потемнела. Тогда технологи решили опробовать экстремальные температуры. В вакуумной камере металл нагревали, доводя температуру до нескольких тысяч градусов по Фаренгейту. Ни намека на плавление или изменение структуры, даже слабого потемнения не появилось. Эксперимент с мощным промышленным лазером также не дал результата. Луч, который обычно прожигает титановые пластины толщиной в несколько дюймов, рассеивался на поверхности артефакта, оставляя чистое, блестящее пятно без следов повреждения. Физики, привыкшие к предсказуемым уравнениям, переглядывались с тревогой. Таких свойств у металлических сплавов не встречалось ни разу. Некоторые члены комиссии высказали предположения о включениях неизвестных сверхпрочных соединений, но дальнейшие анализы показали абсолютную однородность металла по всей толщине. Отсутствие зернистости и микротрещин на срезах под электронным микроскопом приводило в замешательство даже ветеранов индустрии. Атомная структура выглядела настолько упорядоченной, что сложилось впечатление: материал создан не природой, а кем-то, обладающим технологиями на порядок выше любых современных достижений. Инфракрасное и ультрафиолетовое сканирование подтвердили, металл отражал почти все волны, а остаток энергии каким-то образом поглощался и выводился в виде слабого, едва уловимого свечения. Радиоактивный фон оставался чуть выше обычного, однако не достигал опасных показателей. Тем не менее, было принято решение временно ограничить доступ к находке. Никто не был уверен, не скрывается ли внутри нечто еще более опасное. Пока физики ломали голову над новым материалом, инженеры попробовали создать механическое давление на артефакт нагрузкой под 20 тысяч фунтов. Стальной пресс даже не оставил на поверхности и малейшей вмятины. Группа экспертов по вопросам термодинамики предложила использовать импульсные электромагнитные поля, чтобы попытаться хоть как-то изменить структуру или выявить слабые места. Через несколько часов тщетных попыток стало ясно: металл как будто обладал способностью компенсировать внешние воздействия, приспосабливая внутренние связи к любому типу атаки. Одна из главных загадок заключалась в том, как этот кусок сверхпрочного материала вообще оказался в распоряжении древних людей, живших несколько тысяч лет назад. В их распоряжении не было ни оборудования для выплавки, ни инструментов для обработки подобных металлов. На артефакте не обнаружили следов ковки, пайки, шлифовки, не было видно ни одного изъяна, только идеальная гладкая поверхность и те самые непонятные символы, вошедшие вглубь материи, словно нанесенные одним движением. Пока ученые спорили о происхождении, информационный вакуум только подогревал напряжение. Каждый новый эксперимент заканчивался провалом, а очередная попытка проникнуть внутрь металла только увеличивала количество вопросов. Секретность проекта росла, и для объяснения происходящего не хватало даже самых смелых гипотез. В лаборатории начались неполадки. Компьютеры, подключенные к измерительным приборам, время от времени зависали или перезагружались, а некоторые программы стирались без видимой причины. Казалось, что металл каким-то образом влияет на электронную технику. Охрана усилила меры безопасности, а среди персонала поползли слухи о том, что артефакт не дает себя изучать специальными методами по причине своего неземного происхождения. К вечеру того же дня, когда испытания достигли апогея, в исследовательском центре загорелась сирена, связь с одной из вспомогательных лабораторий внезапно прервалась, а камеры в коридорах запечатлели хаотичные движения людей, стремящихся покинуть здание. В этот момент никто не мог даже вообразить, что исчезновение первой группы станет самым загадочным событием за все время исследований, а история приобретет еще более мрачный оборот. Исчезновение первой исследовательской группы произошло стремительно и оставило за собой цепь необъяснимых деталей. Все началось ночью, когда по внутренней безопасности лабораторного комплекса сработали тревожные датчики движения. На мониторах охраны вспыхивали короткие темные силуэты, 5 исследователей и 1 техник, одетые в стандартные защитные комбинезоны. В это время в коридорах внезапно погас свет, электричество отключилось одновременно на 2 этажах, хотя резервные генераторы всегда были исправны и проверялись еженедельно.
В полной темноте из одного крыла здания раздался тревожный сигнал, похожий на срочный вызов, но после короткой паузы связь полностью пропала. Дежурный инженер вместе с двумя охранниками поспешил в сторону лаборатории, где хранили загадочный артефакт. У дверей они обнаружили странный запах озона, как после мощного электрического разряда, а электронный замок оказался разблокирован, хотя коды доступа были известны только ограниченному числу сотрудников. Внутри царила странная тишина. Все приборы были выключены, датчики состояния показывали нулевые значения, камеры наблюдения не давали сигнала. На одном из мониторов мелькала застывшая картинка. Группа исследователей склонилась над контейнером, а рядом на полу валялась открытая коробка с инструментами для работы с металлом. Самое необъяснимое произошло спустя несколько минут. По всему корпусу раздались резкие хлопки, как будто лопались стекла, однако все окна остались целы. Оглушительный писк сигнализации сменился абсолютной тишиной, а телефоны на первой линии заискрили и перестали работать. Инженеры, преодолевая дымку и запах гари, попытались открыть герметичную дверь, ведущую к хранилищу. Дверь поддалась сразу, словно была не заперта вовсе. Внутри помещения не было ни одного человека, хотя на месте остались их вещи: ноутбуки, папки с записями, пластиковые контейнеры с образцами земли и ткани. На столе лежали надетые защитные перчатки, аккуратно сложенные, а на полу обнаружили ноутбук с пробегающей строкой непонятных символов, напоминающих те, что были выгравированы на самом артефакте. Медицинский прибор для измерения давления еще работал, показывая постоянные скачки данных, хотя ни одного подопытного рядом не было. Группа экстренного реагирования сразу провела осмотр здания и прилегающих территорий. Следов взлома, борьбы или паники не обнаружили, двери и окна были целы, а личные вещи и карточки доступа членов первой группы остались на своих местах. Детектор движения зафиксировал только один резкий перепад температуры в районе хранения артефакта, словно кто-то или что-то мгновенно переместилось сквозь помещение. Обнаружили и следы едва заметной сажи на полу, при этом никаких признаков возгорания или короткого замыкания не было зафиксировано ни на одном приборе. Военные специалисты, прибывшие по сигналу тревоги, провели химический анализ воздуха, но не нашли ни следа токсических газов или аномальных соединений. Пси-детекторы, привезенные из другого научного центра, показали резкое отклонение электромагнитного фона на протяжении 20 минут, причем максимальные значения приходились именно на тот участок, где размещался контейнер с находкой. Охранные собаки, приведенные для поиска, сразу отказались заходить в помещение, а позже у одной из них зафиксировали приступ резкой дезориентации. Проведенный спустя несколько часов скрупулезный анализ данных с резервных камер не дал новых зацепок. На пленках наблюдались короткие вспышки света, похожие на статическое электричество. В этот же момент у всей электроники лаборатории обнулились внутренние часы, как при мощном электромагнитном импульсе. Несколько файлов на жестких дисках были безвозвратно стерты, а в сетевом журнале осталась лишь одна строка, полностью повторяющая неизвестные символы с артефакта. 3 дня спустя поиски расширили на всю близлежащую территорию. Задействовали тепловизоры, дроны, даже специальные георадары, но ни одного следа людей, покинувших лабораторию ночью, обнаружить не удалось. Не было найдено ни даже намека на аварийное покидание здания или перемещение работников по окрестностям. Позже выяснилось, что накануне исчезновения члены группы жаловались друг другу на чувство давления в висках, странные сны и ощущение чужого взгляда, но не придавали этим симптомам значения. В отчете для высшего руководства фигурировала формулировка о неустановленном воздействии неясного физического происхождения, из-за которого первая команда якобы покинула лабораторию. Однако никаких данных о перемещениях, никакой информации о том, как могла исчезнуть целая группа людей без единого свидетеля, никто предоставить не смог. Сам артефакт на своем месте не претерпел никаких изменений, хотя после происшествия его начали хранить уже в 3 слоях защитного экрана, а к изучению привлекли новое подразделение с повышенным уровнем допуска. Пугающая загадка не только парализовала работу центра, но и привела к полной смене системы безопасности, запрету на любые несанкционированные исследования и строгому контролю над всеми данными, включая внутренние отчеты. Теперь каждый шаг фиксировали на отдельный внешний сервер, а смены охраны проводились каждые 4 часа для предотвращения нового инцидента.
Несмотря на беспрецедентный уровень секретности, слухи о странном исчезновении начали просачиваться за пределы объекта, вызывая вопросы даже у самых скептически настроенных коллег из других стран. Вместо ответов появилось только больше загадок. Сотрудники, работавшие в ту ночь, исчезли бесследно, оставив после себя лишь пустые лаборатории, мелькание неизвестных символов на экранах и стойкое ощущение, что найденный артефакт обладает такими возможностями, которые науке еще даже не приснились. Никто не мог предположить, что этот случай станет лишь началом цепочки событий, которые потрясут научный мир по-настоящему. Вскоре в дело вмешаются крупнейшие научные институты и начнутся утечки информации, которые только усилят ажиотаж вокруг находки. Первой новостью, которая облетела закрытые каналы, стал приказ о немедленном повышении безопасности в исследовательской зоне. Весь штат лаборатории практически в момент оказался отстранен от дальнейших работ, а на территорию прибыла команда сотрудников международной организации, курируемой сразу несколькими крупнейшими университетами и правительственными агентствами США, Великобритании и Японии. Новые специалисты забрали у местных ученых все материалы и заблокировали внутренние серверы, не объясняя мотивов. Через полчаса после этого в здании сменились все охранные пароли, и физический доступ к лабораторному комплексу теперь был возможен только по биометрии и специальным временным пропуском для представителей групп из Оксфорда, Принстона и Токийского технологического института. Параллельно с этим в хранилище артефакта прибыли сразу 3 независимых группы международных экспертов. Одни специализировались на неорганических материалах, другие — на анализе аномальных излучений, третьи — на дешифровке неизвестных систем письма. От Москвы до Нью-Йорка и от Берлина до Сиднея ведущие специалисты были срочно вызваны в виртуальные конференции. Уже на первых заседаниях все участники получили предупреждение о персональной ответственности за утечку сведений. Несмотря на беспрецедентную секретность, спустя 12 часов после инцидента с исчезновением первой группы информация все-таки просочилась в закрытые форумы и чаты. Первыми отреагировали сотрудники Французского института планетарной физики. Они заметили резкое изменение электромагнитного поля, зафиксированное спутниковыми системами в районе бывших раскопок, и направили официальный запрос своим коллегам из НАСА. Почти одновременно журналисты из Великобритании получили анонимное письмо, в котором утверждалось, что в секретном комплексе на юго-востоке страны найден предмет происхождения, не поддающегося описанию средствами современной науки. Письмо сопровождалось выдержками из лабораторных журналов, где объяснялись аномалии с электронной техникой и загадочные потери персонала. Через несколько часов часть информации оказалась в распоряжении одного из крупных исследовательских порталов Кембриджа, сотрудники которого публично задали вопрос о том, почему так много международных советников внезапно прилетели в маленький научный городок без объявления визитов. Штаб-квартиры крупных научных центров отреагировали моментально. Представители Массачусетского технологического института, Европейской организации по ядерным исследованиям и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства провели срочные закрытые совещания и направили свои делегации на место событий. Стало ясно, что необычная находка в считанные дни вышла на уровень высших научных кругов, и теперь даже правительственные советники не могли гарантировать полную тишину вокруг происходящего. Внутри лаборатории тем временем шел постоянный обмен образцами и отчетами. Французские специалисты попытались сопоставить химический состав обнаруженного металла с данными о метеоритах, найденных за последние 100 лет на территории Евразии и Северной Африки. Их выводы были ошеломляющими. Ни одна из известных форм небесных тел не обладала похожим спектром. Американские физики попробовали провести повторный спектральный анализ на более мощных приборах, но результат совпал с первым. Элементы просто не регистрировались аппаратурой, а на выходе спектрометрия снова показывала странные, не имеющие аналогов в природе пиковые значения. Руководители лаборатории приняли решение о создании Временного международного кризисного штаба на базе комплекса. Его сотрудники получили приказ документировать каждый шаг и результаты сразу рассылать по закрытым каналам для координации анализа в нескольких странах одновременно. Уже в течение первых суток в сети появилась первая несанкционированная утечка аудиофрагмента. На нем слышались голоса ученых, спорящих о сверхплотности металла и невозможности расшифровки символов без участия специалистов по лингвистическим парадоксам.
А через несколько дней в сети всплыла серия фотографий загадочного артефакта. Изображения были явно сделаны на телефон в спешке. Часть кадров размыта, но детали, странный светящийся узор и идеально гладкая поверхность были различимы. Реакция научного сообщества была однозначной. Десятки частных лабораторий предложили свою помощь в обмене образцами и результатами. В некоторых университетах профессорский состав начал собирать закрытые лекции и семинары по проблеме необъяснимых материалов, где обсуждались похожие случаи из истории. Вечером того же дня одна из крупнейших газет Европы опубликовала заметку о таинственной пропаже сотрудников лаборатории и припомнила похожие конфликты между правительственными агентствами в истории поиска необычных артефактов. Вслед за этим несколько конспирологических каналов на Ютубе опубликовали сливы с описанием того, что найденный металл способен якобы менять физические свойства окружающего пространства. Власти поспешили опровергнуть эту информацию, но ни в одной из официальных пресс-служб так и не прокомментировали сам факт исчезновения исследовательской группы и введения чрезвычайных мер. Позже британские журналисты раздобыли внутренние меморандумы, в которых шла речь о технологии, способной изменить будущее оборонной и гражданской сферы. Эти меморандумы подтвердили, объект официально признан не поддающимся анализу по существующим научным стандартам. Пока одни международные институты наращивали координацию, а другие пытались затушить вспышку интереса, на закрытых серверных площадках появлялись первые фрагменты технических отчетов об электромагнитной активности и нестандартных свойствах артефакта. Часть этих файлов была удалена в течение часа после публикации, но копии уже циркулировали среди специалистов. Все ждали, что очередная утечка вскроет еще более необъяснимые детали, ведь чем больше центров подключалось к изучению артефакта, тем явственнее становилось, даже самые передовые лаборатории бессильны перед тем, с чем им предстоит столкнуться. По мере разрастания международного интереса и роста числа несанкционированных публикаций, в лабораторию начали поступать анонимные сообщения и угрозы. Кто-то явно пытался не только скрыть, но и контролировать поток информации. На фоне этого в технической части комплекса вновь начали происходить сбои. На несколько минут был обесточен серверный блок, чья изоляция считалась идеальной. В узком кругу сразу появились предположения о попытках внешнего воздействия, но никаких следов кибератак не обнаружили. Тем временем новости о странных свойствах металла, загадочных символах и исчезновении людей только подогревали панику и страсть к разгадкам как среди ученых, так и у простых людей. Все указывало на то, что именно сейчас начнут происходить события, которые изменят привычный взгляд на современную науку и технологии. Первый резонанс от изучения артефакта прокатился по техническим компаниям, как только с закрытого форума утекли детали анализа его свойств. За сутки после публикации отчета о сверхпроводимости материала, несколько крупнейших корпораций экстренно запустили внутренние проекты по моделированию новых металлов на основе известных данных. На конференции инженеров в Вашингтоне один из докладчиков показал слайд с расчетами аномальных токовых нагрузок. Данные совпадали с результатами команды, работавшей с загадочным предметом. Уже через неделю в лаборатории Калифорнии группа физиков начала собирать экспериментальный прототип сверхпроводника, используя нестандартные температуры и давление, чтобы воспроизвести хотя бы отдаленные эффекты, наблюдавшиеся на артефакте. Испытания оказались успешными, удалось кратковременно снизить потери в проводах почти в 2 раза, что сразу вызвало ажиотаж в энергетической отрасли. Параллельно с этим в лаборатории Массачусетса программисты заметили странные сбои в работе вычислительных машин, если рядом с ними размещались образцы сплавов, хоть и отдаленно похожих по структуре на найденный металл. Контроллеры перегревались, а память начинала выдавать битые сектора. Инженеры разобрали плату одного из устройств и обнаружили, что части контактов покрылись тонкой пленкой, изменившей проводимость. Позже выяснилось, этот эффект провоцировался даже слабым электромагнитным полем, подобным тому, которое описывалось в отчетах по артефакту. В Силиконовой долине стартаперы принялись строить гипотезы о возможности создания новых чипов с самонастраивающейся архитектурой. Несколько крупных компаний запустили пилотные тесты с использованием новых материалов для микросхем, вдохновленных принципом отражения и поглощения волн, который проявился в лабораторных анализах на артефакте. В течение 2 недель был собран первый экспериментальный процессор, работающий на пониженных температурах и обладающий уникальной защитой от перегрева. Эти свойства повторяли наблюдаемые на древнем предмете эффекты компенсации энергии.
Тем временем в Центре биотехнологий в Техасе экспериментаторы провели серию опытов с тканями и клетками, помещенными рядом с синтетическим аналогом металла. В течение нескольких дней фиксировались необычные процессы регенерации, ткань восстанавливала повреждения почти в 1,5 раза быстрее обычного. Комиссия по биоэтике немедленно потребовала приостановить эксперименты, но отчеты уже попали в руки фармацевтических компаний, которые связались с международным штабом в попытке получить доступ к оригинальному материалу. В транспортных лабораториях Нью-Мексико инженерная группа смоделировала защитную броню с использованием теоретических выкладок из секретных протоколов. На полигоне провели испытания панелей, отражающих ударные волны и излучение. Хотя ни один из прототипов не достиг свойств артефакта, уже первые результаты показали прочность выше титана при вдвое меньшем весе. Заказ на разработку новых защитных материалов поступил сразу от 2 оборонных агентств, а к проекту подключились военные инженеры. Огромный всплеск активности проявился и в энергетике. Сразу несколько государственных компаний начали рассматривать возможность строительства новых аккумуляторов, способных поглощать и отдавать энергию по принципу флуктуаций, зафиксированных на артефакте. В лаборатории Аризоны собрали опытную батарею, способную сохранять заряд до 3 раз дольше стандартных литиевых аналогов. Данные этой работы тут же запросили крупнейшие производители электромобилей и компании из сектора зеленых технологий. В то же время по всему миру прокатилась волна анонимных публикаций, где утверждалось, что дальнейшее изучение артефакта может привести к появлению принципиально новых видов оружия и средств наблюдения. Некоторые утечки содержали фрагменты электронных переписок между военными и учеными о возможности создания новых радарных систем, неуязвимых для существующих помех. В Лондоне группа инженеров тайно провела демонстрацию уникального покрытия, сделанного на основе технологии отражения настолько сильного, что стандартные сенсоры переставали фиксировать даже крупные предметы под этим слоем. Множество лабораторий срочно пересматривали стандарты безопасности. В Торонто зафиксировали инцидент. Опытный образец металла получил микротрещины после внезапного короткого замыкания, сопровождавшегося всплеском радиационного фона. Через несколько дней инженеры признали, что материал был подвержен влиянию неизвестного поля, и потребовали прислать дополнительные протоколы из международного штаба. В попытках повторить хоть часть характеристик древней находки, ведущие университеты объединились в виртуальный консорциум, чтобы совместно разрабатывать математические модели. За месяц обсуждений были защищены патенты на 3 новых типа композитных материалов, а отчеты с результатами отправлены на сертификацию в федеральные центры. Один из материалов, изготовленный с использованием наночастиц, проявил уникальную устойчивость к коррозии при испытаниях в морской воде, что сразу привлекло внимание судостроительных компаний. Все это происходило на фоне нарастающей паники. В закрытых чатах между сотрудниками мелькали сообщения о странных сбоях в системах контроля, появлении неизвестных символов на диагностических экранах и участившихся случаях необъяснимых глюков в программном обеспечении. Администраторы срочно устанавливали дополнительные фильтры и блокираторы, однако по ночам часть серверов сама по себе выходила из строя, а некоторые базы данных исчезали без следа. По мере того, как специалисты в разных уголках мира пытались использовать новые наработки, стало очевидно, технологический скачок, вызванный находкой, вышел из-под контроля. Секретные организации и промышленные гиганты через подставных лиц искали доступ к даже самым незначительным остаткам материала или записей о воспроизведенных свойствах. Одна из анонимных групп пыталась выкупить у бывших сотрудников лаборатории любые фрагменты исходных данных за сумму, превышающую $10 миллионов наличными. Информация о переговорах просочилась в СМИ и вызвала новый виток спекуляций. Научный прогресс стремительно ускорялся, но вместе с ним распространялись неполадки и странные побочные эффекты, словно невидимая сеть влияния артефакта уже проникла в самые защищенные системы. В ходе роста числа аномалий и регистрации чрезвычайных ситуаций мировое научное сообщество осознало, влияние загадочного артефакта не ограничивается только лабораториями. Некоторые специалисты отмечали случаи синхронных сбоев в электронике, географически распределенных между континентами именно в те моменты, когда запускались эксперименты по копированию структуры металла. Чем больше ученые старались внедрить принципы, открытые при изучении находки, тем больше фиксировалось неразрешимых проблем.
от исчезновения экспериментальных данных до отказа аппаратуры без видимых причин. Эти события лишь подстегнули новые дискуссии и накалили обстановку вокруг артефакта, ведь все происходящее становилось основой для слухов о мистическом начале истории находки. Уже мало кто сомневался, влияние неизвестной технологии выходит далеко за пределы одной лаборатории, и тайна древнего предмета продолжает прорываться наружу в самом неожиданном виде. Первая поразительная серия совпадений началась на вторую неделю международных исследований. Когда команда из лаборатории в Оксфорде в режиме реального времени наблюдала за показателями магнитного поля, сразу в 3 точках планеты, в Далласе, Париже и Токио, зафиксировали сбои в сети, которые сопровождались возникновением на экранах неизвестных знаков, визуально напоминавших символы с древнего артефакта. Научные серверы одновременно выдали сообщение о нарушении целостности данных, исчезли несколько гигабайт экспериментальных записей, а на одном из рабочих столов появился файл, который невозможно было открыть никакой стандартной программой. Заголовок был написан теми же загадочными символами. В тот же день французская группа, работавшая над структурой металла, доложила о найденных в своих приборах микроскопических кристаллах, которых не было до начала экспериментов. При детальном анализе выяснили, структура новых кристаллов повторяет фрагменты узоров на найденном предмете. Лаборанты проверяли состав на наличие наночастиц, но оборудование упрямо отказывалось фиксировать хоть какие-то следы известных соединений. На экране электронного микроскопа возникло изображение с четкими линиями, формирующими последовательность, идентичную части надписей на артефакте. Этот снимок стал первым материальным доказательством невозможного взаимодействия древней находки с технологией наших дней. К вечеру в лаборатории Массачусетса произошло ЧП. 2 сотрудников, находившихся рядом с экспериментальным образцом, внезапно ощутили резкое понижение температуры воздуха, а затем услышали слабое гудение, неулавливаемое аппаратурой. На стене лаборатории за считанные минуты проступил отпечаток светящегося овала, причем рисунок полностью совпал с одним из символов артефакта, ранее замеченным только на фотографиях из Европы. Попытка записать световое пятно на видеокамеру закончилась неудачей. Устройство зафиксировали лишь белесое мерцание, а потом полностью отключились, оставив на карте памяти только фрагмент с непонятными шумами. За этим последовал звонок из Австралии. Там, в лаборатории биохимии, во время тестирования синтетических тканей началось самопроизвольное изменение сопротивления в образцах, хотя подопытные материалы не имели никакой связи с металлом из археологической находки. Инженеры на месте зафиксировали излучение в терагерцовом диапазоне и приняли решение временно законсервировать все исследовательские платформы до получения инструкций от международного штаба. Поразительно, что ровно в этот момент у одного из участников американской команды в кармане самопроизвольно активировался диктофон, который записал серию неразборчивых шорохов, а затем сыграл короткий фрагмент из древнего шумерского эпоса, хотя такой файл в памяти устройства не значился. В соседнем корпусе Центра новейших материалов в Швейцарии во время разбора архивных образцов один из искусственных интеллектов по идентификации текстов внезапно начал самопроизвольно расшифровывать письма XVII века, используя символы, практически идентичные тем, что были найдены на плоской металлической пластине из раскопа. За 2 суток система выдала 3 десятка транскрипций, ни одна из которых не подходила ни под одно из известных лингвистических правил. Более того, на распечатках частично проступали фрагменты формул, не встречавшихся ни в одной из школьных или университетских программ. В тот же промежуток времени на итальянском острове, где ученые проводили реставрацию средневековой фрески, слой краски внезапно начал тускнеть и плавно проявлять по краям незнакомые знаки. Специалисты сфотографировали рисунки и отправили их для сверки экспертам международного штаба. Совпадение было стопроцентным. Орнамент полностью совпал с уникальным элементом центральной части артефакта. Самое странное, что в архиве документации реставрационной мастерской за последние 10 лет не было ни одной записи о подобных аномалиях. Странности выходили далеко за пределы лабораторий. В Канаде, во время телевизионного интервью с одним из бывших участников исследований, на экране в прямом эфире на 5 секунд возникла графическая помеха в виде кольца, точно повторяющего форму артефакта. Пересмотр записи показал, во время появления этого сигнала по всей провинции зафиксировали кратковременные сбои в мобильной связи, а на десятках смартфонов зрителей в галерее появилось уведомление с пустым полем отправителя и только одним символом, который позже был опознан как часть древней надписи на артефакте.
На этом череда совпадений не закончилась. По мере распространения отчетов о необычных свойствах металла в сеть стали попадать описания похожих инцидентов, зафиксированных еще в XVIII и XIX веках. В архивах музеев находили примеры предметов с аналогичными непонятными символами, которые внезапно всплывали при проведении инвентаризации или ревизий. Несколько музейных кураторов заявили, что предметы из их коллекции на короткое время начали проявлять аномальные свойства, такие как спонтанное свечение или легкое тепло при контакте с кожей. Международный штаб вынужден был в экстренном порядке ужесточить все протоколы доступа и закрыть внешние каналы связи, но сообщения о новых совпадениях не прекращались. Иногда в отчетах указывались случаи странных снов у сотрудников лабораторий, в которых они видели повторяющиеся узоры и подсказки к дешифровке надписей. Один из системных администраторов из Штатов доложил, что его компьютер после автоматической перезагрузки вывел на рабочий стол изображение, полностью совпадающее с резьбой на древнем предмете, хотя ни один из файлов пользователя не содержал подобных образцов. Несмотря на все запреты и фильтры, каждая новая неделя приносила все больше сведений о необычных совпадениях между разными странами и даже континентами. Ученые фиксировали синхронные сбои в технике, спонтанное появление символов на экранах, загадочные обнуления данных и даже единичные случаи потери памяти у людей, непосредственно контактировавших с аналогами материала. Ключевые лица проекта отказались от публичных комментариев, а международные ведомства начали массово блокировать публикации, связанные с этим делом. В узком кругу сотрудников проекта стало ясно: найденный артефакт не просто выходит за грань науки, но и влияет на реальность самым странным способом, проявляя себя даже там, где его физически никогда не было. Несколько запросов из частных лабораторий, где проводились параллельные эксперименты, так и остались без ответа. Центральный штаб фактически прервал любое внешнее информирование. Ходили слухи, что по ночам здания лабораторий патрулируют вооруженные сотрудники спецслужб, а все отчеты теперь хранятся на автономных носителях вне интернета. История замалчивается до сих пор. Любые попытки публикации новых данных моментально пресекаются, а фамилии причастных к проекту исчезают из профессиональных баз. Журналов, конференций и открытых обсуждений, связанных с артефактом, больше не проводят. Тайна загадочного металлического предмета так и осталась неразгаданной. Его влияние постепенно растворяется во множестве мистических совпадений и продолжается скрыто от посторонних глаз. Все, что осталось специалистам и редким очевидцам, ошеломленное молчание и понимание того, что в руки человечества попало нечто, с чем мир еще не сталкивался ни разу.